Здравствуйте, дорогие рукодельницы, мои любимые подписчики и гости канала. Я взяла кусочек льна, квадратик, и вырезала из ткани розочку. Ну, там просто на ткани были такие розочки. И для чего мне вот пищевая пленка и пергамент для выпечки? Сейчас я вам все покажу. Я отрываю от пищевой пленки кусочек, ну, такой, так, чтобы мне потом вот эту вот розочку мою можно было в него завернуть. Складываю так розочку, чтобы у меня по краям немножечко оставалось, хотя бы миллиметра 3-4. Видите, вот там вот краешек, где розочки, мне надо оставить немножечко. И так я ее заворачиваю в эту пленку пищевую. Воздух оттуда стараюсь выгнать, но я думаю, что прям вот сильно он мешать не будет. И теперь вот по контуру этой розочки вырезаю по пленке, оставляя также 3-4 миллиметра этой пленочки. Вырезала. Смотрите, что я делаю дальше. У меня уже есть нагретый утюг, и я укладываю эту розочку туда, куда мне интересно. Ну, допустим, в уголок своего квадратика. Отрезаю пергамент для выпечки. Мне нужен небольшой кусок, поэтому я вот делю пополам, чтобы вам было видно и мне не колупаться с большим куском. И проглаживаю эту розочку на ткани. Девочки, это просто какой-то фокус-покус. Вообще цирк на выезде. Я жду немножечко, когда мой пергамент и вообще вот эта вся моя конструкция остынет. Я вообще для того, чтобы побыстрее остыла, сдвигала с этого места, на котором гладила, на более холодную поверхность, на стол просто клала, и она остывала прямо быстро. И что получается после остывания? Я вот так аккуратненько двигаю пергамент, снимаю, и у меня, посмотрите, после того, как полностью остыла, моя розочка оказалась на ткани приклеенная. Получается, что я сделала такую быструю аппликацию. Я уже делала вот на такой ткани и на джинсе из обычной ткани. Здесь вот я раньше времени начала, когда еще было горячее, снимать, поэтому там пленка немножечко в центре содралась. Вот. А здесь вот я пыталась оторвать, просто как-нибудь ее отколупать. Ну, получается, но с трудом. Чем толще ткань, основа, на которую приклеиваем, тем, по-моему, сильнее держится. Проглаживать можно вот такую вещь, если вы сделали такую аппликацию, либо вот через ткань, но надо попробовать, конечно. Вот на джинсе у меня через ткань нормально проглаживается, на моем кусочке ничего не остается. А вообще через такую же пергаментную бумагу можно эти места и проглаживать. Вот смотрите, я вот на соседнем кусочке проглаживаю, там, где у меня ничего не отодралось. И все нормально, у меня ничего не пристает, не приклеивается, все остается как было. Это просто вот клочок этого ткани я приклеила таким образом. Можно буквы вырезать из ткани и точно так же приклеивать их. Смотрите, какая получается интересная вещь. Можно делать очень быстрые аппликации. Конечно, они не будут так крепко держаться. Хотя, видите, я ведь постирала и джинсовые кусочки аж 2 раза постирала. Вон тот кусочек серенький с розочкой 1 раз постирала. Но все держится после стирки, никуда не девается. Вот здесь вот немножко недоостыло, я придерживаю. Потому что спешу вам показать поскорее, какая получается интересная вещь. Смотрите, можно буквы, можно на разных тканях. Я вот пробовала на разных тканях, и вот на джинсе, и на хлопковой, и на полушерстяной, и на льне. Вот сейчас я собираюсь попробовать на стрейчевой ткани, это типа спандекса. Я хочу попробовать на этом кусочке, как будет держаться. Я вообще любитель экспериментов, поэтому мне надо узнать все и сразу, все попробовать. Потому что это очень интересно. Это ведь можно использовать в своем рукоделии, в своих работах. И, конечно, нужно пробовать. Таким образом можно ведь и вещи какие-то украшать, и сумки. Посмотрите, приклеилось нормально. Сейчас попробуем, как будет держаться. У меня не очень много надежды на этот спандекс. Все-таки он синтетический. Мне кажется, на натуральных тканях лучше держится. Ну вот, я так вот пошебуршила, и оно отлепляется. Но опять нормально прилепляется после того, как его утюгом пригладишь. Но я думаю, что на хлопковом трикотаже будет лучше держаться, потому что хлопок все-таки натуральная ткань.
Вот, видите, назад опять приклеилась. Теперь попробую потянуть. Хопа, и все отклеилось. Ну вот на тянущихся тканях, значит, тянуть не надо. Но назад опять приклеивается. Вот здесь вот горячее еще, поэтому я не дождавшись, как говорится. Вот сейчас остужу немножечко. Ну, вот остудила, положила на стол на холодный, прижала, все остыло, но и опять прилипло. Но и отдирается. От таких тканей, вот синтетических, не очень. Теперь я эксперимент провожу с обычным пакетом, вот, который продается в магазинах. Все, укладываем покупки туда. Просто вырезала цветочек из той хлопковой ткани, которая у меня была, и попробую приклеить именно вот с таким пакетом, как получится. Мне уже интересно, я экспериментатор просто. Попробуем, что получится, узнаем. Смотрите сами. Проглаживаем хорошенько и смотрим, что будет. Вот остыло немножко. Ну, давайте. Там вот еще у меня эта розочка. Все остается на пергаменте. С таким пакетом каши не сваришь, конечно. А давайте попробуем теперь этот же цветочек в пленку завернуть. Вот заворачиваю его вот в пищевую пленку. Я прям не стараюсь даже прям это делать аккуратно. Мне чисто проверить, как оно будет. Будет ли прилипать в этом случае или нет. Может быть, это от ткани зависит. Может быть, но мне кажется, это все-таки благодаря вот этой пищевой пленке, ее составу, что она действует как клей. И похоже на переводки вот эти вот, которые раньше картинки переводные делали, да, но в результате это все равно получается. По-быстрому можно сделать какую-то вещь, которую украсить можно. А я решила сшить сумку, вот заготовка у меня под сумку будет, и навырезала из двух разных тканей и разных цветочков, и распределяю свои элементы по будущей заготовке. И сейчас буду проглаживать утюгом. Мне прямо так интересно, и так быстро это все получается. И так как я уже постирала именно такую ткань с такими наклейками, то я знаю, что это будет держаться. Ну, а даже если не будет держаться, либо отвалится само, либо прогладить, и оно опять будет держаться, либо не отвалится совсем и будет держаться хорошо. Но в любом случае это очень интересный эксперимент получается. Главное не торопиться, дождаться, когда остынет все вот это вот дело. И смотрите, какая получается красотища. Прямо вот эта клеточка серенькая, благодаря серым розам, прямо заиграла. А розовые розы придают такое вот прям... Ну, я не знаю, там серые это розы, это не розы, какие-то другие цветочки. Но получилось в результате очень интересно. И здесь, так как эта ткань не тянется, здесь она такая полушерстяная, более натуральная. Поэтому на ней все очень хорошо держится. С помощью таких аппликаций можно и пятно какое-то прятать. Да и вообще просто для украшения изделия из однотонных тканей очень хорошо можно украсить. Вообще очень мне нравится эта идея. Если вам тоже нравится, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. И, конечно же, большое спасибо всем, кто досмотрел до конца.